Приветствую вас, любители побаловать ваши животы чем-нибудь вкусненьким. В этом видео я расскажу вам про еду Куала-Лумпур, ведь только ради этого гастрономического опыта стоит приехать в страну Малайзия. Ведь кухня этой страны настолько разнообразна, насколько же разнообразно ее население. Здесь живет 60% малайцев-мусульман, 20% китайцев, 10% индийцев, очень много бангладешцев, пакистанцев, белых экспатов, а также на кухню этой страны и Куала-Лумпур оставил свой след в колониальное прошлое этой страны. Сначала они были под португальцами, потом были под голландцами, потом были под британцами. И это все создало такую уникальную палитру вкусов, что вы можете попробовать абсолютно все в одном месте. Но в отличие от других мегаполисов, где есть, допустим, вьетнамские рестораны, здесь вы еще получаете специальный антураж этого всего. Потому что эта еда не будет вылизанная, она будет такая аутентичная, как в стране, где эти люди проживают. И также вы получите атмосферу этих людей, потому что рядом с вами будут есть эту еду индусы с ихними платьями, с ихними песнями, с ихними разукрашенными лицами. В общем, будет интересно. Поехали! Сейчас в аэропорту Куала-Лумпура играем в квест найти стоянку такси, потому что Grab такси находится на первом этаже, 5-я дверь, не совсем центральный выход, и есть даже специальная инструкция, расписанная, как туда дойти. Довольно нелегко, проблема в том, что интернет заканчивается в Wi-Fi аэропорта, поэтому ты должен четко туда прийти. Прошли, надеюсь, таксисты еще там. Are you from Malaysia? Yeah. Куала-Лумпур находится очень далеко от аэропорта, 40 километров, поэтому проезд 77 рингит. Гуччи. А this brand of socks гуси. Итак, друзья, в Малайзии мы поселились в районе Чоу-Кит. Это не туристический район, там где башни Петроноса или какие-то суперсовременные шопинг-моллы. Это райончик при Централье. Но здесь есть очень интересные колоритные локации. Первое – это индонезийский рынок. Там продают индонезы, разные фрукты, овощи, рыбу и главным образом дурианы. Тут можно попробовать настоящий Мусан Кинг, Блэкторн, посидеть за столиком, на месте их поесть, а также разные блюда из дурианов. При этом по нормальной цене. Да, его, конечно, можно в центре попробовать, X3 цену, но учитывая, что дурианы очень дорогие, Мусан Кинг стоит $10 за килограмм, то лучше прийти на этот рынок. Ну, например, килограмм манго здесь стоит 7-8 рингит. Вот такого хорошего манго, тайского я его называю, лили. Я добрался до самых вкусных, самых пахучих, ароматных дурианов, моих любимых Мусан Кинг. Они небольших размеров, как Монтон, они маленькие, но у них самый кремовый вкус, самый насыщенный аромат и такая даже вот шкурочка, она так хрустит, и я их обожаю. Это то, ради чего действительно можно поехать в Куала-Лумпур, только ради дурианов Мусан Кинг. Но есть очень много подделок, или пустые, или открываешь там маленькие, они должны быть настоящие, вот такие большие. И если вот такие большие покупать на туристическом рынке, то они будут стоить где-то 80-100 за килограмм. Они там разделяются по классам, класс А, класс АА, класс Б, там по цветам. Кафену на камеру. Я даже не хочу одевать перчатки. Пусть мои руки насытятся этим ароматом, чтобы я его вкушал, этот аромат, еще долго после того, как я поем этот дуриан. Произведение кондитерской природы, что с ним нужно знакомиться в самом раннем возрасте, чтобы вкушать на протяжении всей жизни. Кроме рынка, здесь на Чоу-Кит, возле станции метро, есть очень классная, супер колоритная улица пакистанской или бангладешской кухни, я так толком и не понял. Там прямо на улице готовят рыбу, мясо, жарят шашлыки, делают бургеры. И стоит это все относительно недорого. При этом качество еды супер качественное, чистое и уровень реально ресторана. Только по цене $2-3 за блюдо, по цене столовки.
Ну вот, например, я заказал 2 кебаба, один говяжий, второй куриный, с травами, они подаются с салатами, они подаются с соусами, только соусы не как в Макдональдсе, кетчуп и какой-то майонез, а соусы, там порезанный лучок, порезанная помидорка, все это смешано. В общем, супер хелси, классная еда. Взяли в печи тандыр сделанную курицу, взяли 2 чая Тарик. Это чай, который заваривается в молоке, то есть не чай заваривается, молоко добавляют, как милти в Гонконге, а чай варится. И желательно, чтобы это молоко было жирное, с пенкой, чтобы ты пенку снимал, как чай остывает постоянно, то есть должно быть жирное молоко. За все это мы заплатили 40 рингит, это приблизительно $8 на двоих, учитывая, что там еще было 2 салата, один нутовый салат, второй тоже какие-то интересные запеченные овощи. Это супер-мега дешево. Работают люди именно пакистанцы. Но в этом и вся фишка этого района. Вы попадаете в этот колорит, а не вылизанные какие-то намарафеченные рестораны. Поэтому хлеб они готовят изумительно. У них печь тандыр, они так его лепят, залепливают при тебе, шмякают. Красиво выглядит, это хочется есть. Это все очень запах хлеба, запах мяса. Это все очень вкусно разносится. Я прям смотрел на это, не мог оторваться. Плюс куча готовой еды. И я сел на стол, я не прыгнул, я просто сел, и он сломался. И я ёбнулся жопой. Сука ебана, блядь. Об землю так больно. О. Самая туристическая, самая популярная называется Джалан Алор Food Street. Сейчас она выглядит непримечательной, потому что день, но ночью здесь открывается 1000 ларьков с уличной едой, где готовят рыбу, жарят, шкварят, все подряд, всякие там кальмары, устрицы, все, что только может себе мозг представить. Также тут ночью появляются живые музыканты и образуется вот такой нереальный движ, толпень народу, как на стадионе после рок-концерта. Но ценник здесь немножко зашкаливающий, и еда немного вылизана. Она не такая, как в аутентичных ресторанах, она больше сделана под туристов. Также здесь можно отведать оригинальные дурианы Мусан Кинг, опять же по ценнику, ну где-то в 1,5 раза дороже, чем в тех местах, где я ем, на индонезийском рынке или на каких-то ларьках, где занимаются этими дурианами. Ну, все-таки туристическое место. Но если у вас время ограничено, я советую ваше гастрономическое путешествие начать именно с этой улицы. Здесь вы можете попробовать абсолютно все. Ну а в другие места, которые я вам буду дальше рассказывать в видео, они, конечно же, более аутентичные. Потому что, например, когда мы заходим в индийский квартал, где одни индусы в своих национальных платьях, со своей национальной музыкой, это совершенно другое восприятие еды. Ты как перемещаешься в Индию. Это же улица просто туристический движ. Еще одно культовое место, где всегда километровая очередь, это, опять же, китайские мусульмане. Называется место Chinese Beef Roti. Здесь делают булочки, которые запекаются в масле, и при тебе месят тесто и наполняют фаршем. Но, как по мне, сюда идти не стоит, потому что это очень жирное блюдо, оно прям все такое жареное, немного чернухой такое отдает, черное, и что-то мне напоминает киевскую перепечку у нас на Крещатике. Поэтому место культовое. Попробуйте, может, одно, не покупайте сразу там 4, потому что я со своим другом стоял 2 часа в очереди, купил 4 штуки, половину съел, остальное все бомжам отдал. Сейчас нахожусь в столовке под названием Мия Тарик. Здесь при всех людях китайцы, которые являются еще и мусульманскими китайцами, веруют в ислам, делают макароны прямо при вас. И я заказал рамен говяжий, который мне напоминает вьетнамский суп фоба. Очень интересное место. В принципе, цены тут чуть-чуть выше, чем в среднем по Куала-Лумпуру, но зато есть интересный антураж. Как они мнут тесто
потом его разрезают, потом варят его. Вот такая интересная столовка. Макароны прекрасные. Very nice. And that's this meat. Are you happy? Yeah, I'm happy. Давай, спасибо. Пока-пока. Я нахожусь сейчас в очень популярной чайной, которая разбросана отдельными островками практически по всем крупным торговым центрам. И буду пить здесь интересный чай со всяких корешков и веточек. Очень крутая тема, она что-то там полезна для пищеварения, что-то там нейтрализует, детокс, но для меня это все шляпа. И я пью из-за вкуса, потому что вкус это охренительный, он такой терпкий. Их много, есть разных вариантов, их можно взять с собой, поэтому это нужно выпить обязательно. О, горечь какая! Oh, so bitter. 很酷哎，很酷。 Bitter. На этот раз я пробую сугубо малайскую кухню, суп под названием лакша. Тоненькая лапша, можно также заказывать и толстую лапшу, типа как пад-тай. Здесь находится еще вот такое взбитое яйцо, назовем это яйцо бол, много овощей, лавровый листик, естественно, куча всякого перца, креветки, вот у нас креветочка, и курица, нарезанная грудка, сейчас я ее покажу, вот она, курочка и креветочка. Вот это все лакша. Также для любителей остроты добавляется еще вот такой соус арахисовой пастой. Это суп с макаронами, заваренный на кокосовом молоке с добавлением тамаринного соуса. Очень вкусно. Поэтому, как по мне, это обязательное блюдо. Сейчас я буду пробовать самое популярное в Малайзии блюдо под названием наси лемак. Это вот такой рис, он подается с говядиной, может подаваться с курятиной, обязательно вот такие анчоусы, соус и арахис с сливой. Очень, очень вкусная говядина, прям невероятно, она такая варено-тушеная, очень нежная, просто супер, очень вкусно. Сушеный анчоус хрустит, великолепное блюдо, я очень рекомендую, класс. Также я взял вот такие пирожные со вкусом пандан. Сейчас буду пробовать, насколько они... Но запах великолепный, просто пандан это супер запах. Angkor Kui. It's like cake dessert and sweet. I will try inside. It's like aromatic pandan leaf. I want to try. It's like covered with banana leaf, and then I can. Show what is inside. Inside is green bean. Sweet or no sweet? Not too much sweet. It's very nice and soft. Заселились в новый отель, называется Ривьера, он находится в индийском квартале, поэтому попробуем огромное множество индийской, тамильской еды, а также тут хороший вид на огромнейшее кладбище, с другой даунтаун, а также бассейн. И самое интересное, что еще бассейн в некоторых участках прозрачный, и мы видим коворкинг-зону и жим под нами. Этот номер стоит 20 евро за ночь. Позади меня самое высокое здание в мире после Бурдж-Халифа под названием Медрека 118. Высота его 678 метров, но высота самого шпиля около 160 метров. То есть, если мы шпиль уберем, то высота здания около 520 метров. Я считаю, что это немножечко фарс, но по международной системе классификации высота зданий считается вместе со шпилем. В народе это здание называют игла, потому что этот шпиль представляет собой иглу, и выполнено оно в таком футуристическом космическом стиле. Мне очень нравится этот небоскреб, красивый, видно с любого участка города.
С наступлением темноты этот небоскреб выглядит еще более футуристичнее, такой небоскреб будущего, потому что все его вот эти сломы, грани подсвечиваются светодиодной лентой. А также с наступлением темноты каждый час тут происходит световое шоу, например, в 8 или в 9 или в 10, 11. Световое шоу очень красивое, небоскреб такой мигает, подсвечивается, но длится оно около 2 минут. Сейчас я нахожусь в аутентичной индийской столовке-ресторане, который я уже много раз посещал. И здесь настолько большой выбор, что я каждый раз заказываю что-то новое. Индийская кухня – это просто взрыв мозга. У них столько специй, специи так классно подобраны, что ты можешь просто есть какой-то хлеб с каким-то соусом, и это прям вот больше ничего не надо. А если уже углубляться в эту кухню, то тут только одних видов курицы может быть 20. Также немаловажным это индийский оригинальный чай масала. Берите сразу его без сахара. Это чай, который заварится с разными специями, кардамон и так дальше. И на вкус очень приятен, очень согревает. Молоко жирненькое, очень хорошо. И индийская кухня очень отличается от пакистанской, про которую я говорил ранее. Например, у них больше специй, эти специи больше ярко выражены. Это не значит, что она более острая пища, но она более яркая, более насыщенная. Вчера я заказал чикен масала. Это классическое блюдо, прям специи, ну просто взрывом мозга сшибательные. И первым, что я рекомендую попробовать, это чикен масала. Вторым, что попробовать, это баттер чикен. И обязательно лепешки чапати с разными соусами. И чай масала. Вот если у вас времени немного, это основное. Также очень вкусно курица, запеченная в печи тандыр, которая обволакивают в красном перце. Это очень тоже вкусное блюдо. Оно такое с дымком, типа как курица-гриль, но она не гриль, она в печи запеченная. Плюс это хоть и не фешенебельный ресторан, но здесь приходят есть индусы в национальных костюмах, раскрашенные, со своим мейкапом. И это создает очень классный антураж. Ты как перенесся вообще так пум, и перенесся в Индию. И здесь очень места плотно расположены друг к другу. Образуется такой балаган, ну как будто ты вот прям реально находишься в Индии. Хотя я в Индии не был, но я вот чувствую этот колорит. Вот подается оно все на банановом листике, вот в таких тарелочках. Недалеко от индийского квартала Little India Brickfields находится в полных захолустьях никому неизвестная столовка под названием Money Corner. Здесь можно отведать китайскую, пенангскую и вьетнамскую кухни аутентичные. Причем эта кухня сделана таким образом, что они не конкурируют друг с другом. Например, один специализируется на вьетнамской еде, другой специализируется на китайской еде. Цены небольшие, очень вкусно, и любой даже турист с улицы никогда бы не узнал это место. В него нужно идти специально. Он бы никогда в жизни не зашел сюда. Здесь суто местные люди, китайцы, индусы, малайцы потребляют всю эту еду. Мне его по секрету показала одна китаянка. И после этого я каждый раз, когда нахожусь в этом месте, я хожу в этот Money Corner. Он называется еще Peter Noodles Money Corner. Можете поискать на Google картах. Я заказал себе вот такую курицу с рисом и назовем этот соус аджикой. Самое простое блюдо. Стоит оно 9 рингит, что на наши меньше, чем $2. Блюдо, которое я заказал, называется Hainan Chicken Rice. Курица готовится в таком вакууме на огне и потом вывешивается. Также ее можно заказать со свининой, либо с уткой, либо микс свинина, утка или утка-курица.
сейчас нахожусь в пакистанском ресторане. И вот он прям ресторан. Не столовка под ресторан закошенная, а прям ресторан. Здесь люди собираются семьями, все чисто, по-богатому. И на удивление прайс не сильно больше, чем в столовках. Ну, может быть, на процентов 10, но не x2. И я заказал себе, я еще раньше не пил, вообще офигенное блюдо, кашемировый чай. Он вот такой розового цвета. Это чай, наверное, тут какая-то роза каркаде, не знаю. Но вот на вкус это что-то, я даже не знаю, что это, я такого никогда не пробовал. Сейчас сюда добавят каких-то орешков. Очень вкусно. И причем это все без сахара. Поэтому я рекомендую этот ресторан, он называется Хан 3. И рекомендую сюда прийти. Сюда даже не стыдно с девушкой прийти, тут очень красиво. И также я заказал пакистанский чай. И он здесь очень хорошего качества. Вообще, жирненькое молочко такое. Но так как я уже утром сегодня ел в индийском ресторане, я здесь буду налегать на сладости. Pani puri, but from Pakistan, yeah. Inside is baby potato and bean. But I try how to eat, like put in the soup inside. That's open. Wow. Good? And then maybe tamarind. Tamarind sauce. Сейчас находимся на местном рынке субботнем, который только один раз в неделю, где можно отведать эксклюзивной малазийской еды, не только куала-лумпурской, а и всей страны Малайзии, в частности штата Саравак, который не очень популярный. Это не туристический движ, здесь в основном одни малайцы. Мы все смотрим, пробуем, очень интересно, цены низкие и все вроде бы стандартное, там арахис, но это все так подается в каких-то таких специях, например, там арахис с анчоусами или арахис с красным перцем, что это что-то новенькое. How names it market? Jalan Tak Street. Джалан Tak Street. В общем, здесь абсолютно найдет каждый для себя что-то новое и интересное. То, что я не видел, например, на главной фуд-улице туристической малазийской. Ну, например, здесь, как я и сказал, со штата Саравак делают кексы, здесь делают особый суп лакшу, здесь куча всякой шаурмы. И все, оно вроде бы уже везде дублировалось в других странах, но как-то по-своему. И рынок в целом очень насыщенный, людей здесь огромное количество. Всякие продаются блинчики, сладости, напитки, много всего, фрукты. В общем, если вы любитель еды, вы точно для себя здесь найдете много интересного. They have some food, curry, laksa, noodle, fried noodle, and meatball, cookies, and collection, sandal, everything here. And a nice drink, juice, coconut, and fruit. Price is good? Price is very nice. It's cheaper and then good quality. You And can no try tourists everything. here, yeah? No No tourists. tourists, all from local price, authentic, traditional Malaysian. Я сейчас нахожусь в китайском квартале Куала-Лумпур. Здесь тоже такая аутентичная атмосфера, вот разноцветные домики, выделяются разной архитектурой и также едой. Но по большому счету, предварительно я ходил по всей Малайзии, ел в разных местах, и я вам скажу, что ничего в принципе нового здесь я не нашел. А сам Чайна-таун, ну я бы не сказал, что что-то интересное. Обычный рынок, да, горят китайские огоньки, но он какой-то такой туристизированный, сидят много европейцев, едят еду. Поэтому с точки зрения кулинарного, гастрономического похода, ну, в принципе, сюда можно прийти. Тут как бы все есть, и все в одном месте, и тут очень много китайцев. Но с другой стороны, по большому счету, это все же есть и в центре города. Миетарик и все остальные кухни. Поэтому, ну, если атмосферы китайской не хватает, можно пойти сюда. Если времени немного,
то, в принципе, все то же самое можно поесть в других частях Куала-Лумпур. А домики красивые. Красивые муралы. И, в принципе, мне немножко напоминает китайский квартал Пенанг. Это второй город в Малайзии. Итак, друзья, буду завершать мой обход столовок, ресторанов, чтобы показать вам кухню Малайзии, в частности, Куала-Лумпур. Естественно, про нее можно рассказывать бесконечно. У каждого заведения есть свой шарм, есть своя специфика. Но моя цель была показать вам многогранность этой кухни. И я думаю, что я вам ее показал. Если вы первый раз летите в Юго-Восточную Азию и хотите выжать максимум, я рекомендую именно Малайзию. Потому что вы посетите одновременно Индию, Китай, Бангладеш и все вместе. Eileen, so expensive. Where are you? I teach you. Where are you? I make video. Video, bullshit video. Be careful. You know self life video or video? I tell you, I make video. Bullshit. Emotional. Crazy. Make me emotional every day. I don't like. Namaste.